Друзья мои, всем привет, всем здравствуйте. Сегодня 17 мая 2023 год, Киев. Ну что, давайте прогуляемся, посмотрим, как в эти минуты живет столица Украины. Нахожусь я в Печерском районе. Кстати, здесь вот так вот оставляют велосипеды. Я раньше думал, когда только в Киеве появились велосипеды на прокат, думал, их будут воровать, если так оставлять на улице. Но нет, вы видите, спокойно себе стоит велосипед, никто его не трогает. Сегодня будет интересный выпуск. Так, впереди вот такая палаточка, продают овощи, фрукты. Вижу, там продают клубнику по 250 гривен за килограмм. Конечно, дороговато. Это примерно 6 долларов за килограмм клубники. Но сегодня я свой выпуск проведу возле красивого комплекса. Называется он Французский квартал 2. Посмотрим, как там живут люди. Это дом бизнес-класса. Поэтому выпуск будет очень интересный. Обязательно досмотрите до конца. В конце видео я скажу, сколько тут стоит купить квартиру. Так что будет интересно. Рядом вот такие дома попроще. И здесь тоже растет сирень в большом количестве. Хорошее место. Пешком до главной пешеходной улицы Киева, Крещатика, 3 километра. Ближайшая станция метро находится в 5-7 минутах ходьбы от этого комплекса. Рядом здесь находится метро Лыбецкая. Так что у комплекса достаточно хорошее расположение. Кто-то говорит, что это центр. Я, например, называю это перицентральным районом, потому что вот до Крещатика 3 километра пешком, но, знаете, не так и быстро можно дойти. Так, ну что, заходим на территорию, вход свободный, можно гулять. Я здесь был последний раз зимой и как раз показывал вам его. Но вот на улице уже тепло, и мне интересно глянуть, как тут все поменялось, потому что вокруг много зелени, все цветет и пахнет, и как раз вместе с вами посмотрю. Плюс 25 градусов тепла сейчас в Киеве. Сейчас небольшой ветерок. И целый день такая пасмурная погодка. Я вам сейчас покажу небо. Вот так оно выглядит. Я думаю, будут дожди. Ну, в общем, посмотрим. Вот такие красивые кустики. На первых этажах здесь коммерция. Напомню, это уже комплекс бизнес-класса. Вижу даже объявление по аренде. Можно арендовать на первом этаже. Сразу будем смотреть на благоустройство. Вот такие скамеечки, урны. Есть супермаркет прямо в доме. Мне нравится тем, что в этих домах спрятаны кондиционеры в таких нишах, поэтому их не видно. Рамы черного цвета. Получается, здесь панорамные окна. Ну, так вот красиво. Мне уже здесь нравится. Так, вот такая прогулочная улица. Здесь стоит генератор. Эти генераторы уже скоро будут в Киеве как памятники, потому что они уже не нужны. Но многие люди почему-то до сих пор их не убирают. Хотя малый бизнес
Убрал уже генераторы с улицы. Так. Покажу дома, которые находятся с той стороны. Приличный район. Так, ну давайте прогуляемся, посмотрим, что у нас здесь. Парковка запрещена. Я помню, раньше читал в новостях, что сюда приезжал эвакуатор и прямо с этого двора забирал автомобили. Большая проблема здесь с парковкой. Кстати, впереди меня парень с камерой и девушка тоже что-то записывают. Вот так мы встретились. Да, место красивое, интересное, поэтому оно манит сюда многих людей. Кстати, заехать в этот комплекс можно через шлагбаум. Он открывается, опускается, сидит человек, который запускает, поэтому просто так сюда заехать не получится. Либо вы должны здесь жить, либо у вас должно быть разрешение сюда заехать. Такие дела. Так, ну давайте прогуляемся по центральной дорожке. Людей на улице много, как для буднего дня. Вижу детскую площадку. Сейчас здесь не включены фонтаны, хотя они должны работать. Но я так думаю, фонтаны здесь включают на выходных. Либо пока временно они не работают. Вот передо мной фонтаны, вот такие круги, шары. И здесь должна быть водичка, но пока я ничего не вижу. Можно посидеть, отдохнуть. Кафе. Это вся территория без машин. Нету тут проезжей части. Но вот, собственно, дома, где живут жильцы. Например, этот дом огорожен вот таким заборчиком. Чтобы туда попасть, нужно приложить магнитик. И, конечно, внутри тоже все красиво сделано. Кустики. Просто обалденно. Есть детская площадка внутри, чтобы посторонние люди не заходили. Вот такой заборчик. А здесь площадка общего пользования. Вижу, детям нравится. Конечно, у кого выходят окна на детскую площадку, приходится слушать детские крики. Так, что у нас тут по собакам? Выгуливать собаку запрещено. Вот так вот. Я считаю, это правильно. Красиво сделано в такой, знаете, под ржавчину. Но это так изначально. На самом деле тут ничего ржавого нет. Просто она так выглядит. Так, хочу я отойти подальше, потому что меня сейчас будут перекрикивать. Впереди тоже детская площадка. Красота, конечно, не сравнить с зимой. Летом тут в 1000 раз красивее, приятней, атмосферней. Учитывая, что этот комплекс называется Французский квартал 2. Не путайте, потому что рядом еще есть старый французский квартал. Просто, а это Французский квартал 2. И вот такая триумфальная арка здесь. Так, ну а тут получается, то ли была елка, то ли ее спилили, то ли она так должна выглядеть. Может, это просто кустики. Будем надеяться. Вот такая красота здесь. Давайте
вблизи посмотрим, из чего это сделано. Вот так стеклом ограждено. Но мне нравится. Изюминка этого комплекса, этого района. Можно даже не ехать во Францию. Франция приехала в Киев. Передо мной офисное здание. Это все входит в комплекс. Вот парень идет, тоже снимает видео, фотографирует, точнее записывает видео этой арки, потому что она вживую еще красивее, чем на видео. Движение машин тут минимальное. Можно заехать, но я думаю, припарковаться тоже сложно, потому что нету много свободных мест. Вот все места я вижу уже заняты. Пишите комментарии, как вам здесь нравится, не нравится, плюсы, минусы. Мне интересно будет почитать. Это дома бизнес-класса, еще раз напомню. Раскраска домов интересная, такая, знаете, в мягких тонах. Кстати, здесь внизу тоже должны работать фонтаны, но пока что они не включены. Еще одна детская площадка современная. У меня в детстве таких площадок не было. Деревья молодые. Комплекс сдался примерно года 3-4 назад. Можно сказать, он новый, современный. Так. Вижу, даже здесь продолжается какое-то строительство впереди. Но жилые квартиры здесь еще продаются и даже без ремонта. Совсем скоро я вам скажу, сколько здесь стоит купить квартиру. Вот такие красивые кустики. Но как-то, знаете, мало цветочков. Мы с вами гуляли в других районах Киева, таких более бюджетных, знаете, комплексах эконом-класса. И там как-то было больше зелени, больше именно цветов, кустиков каких-то. Здесь тоже все зеленое, но тут по-своему все сделано. Просто, знаете, хочется каких-то более ярких красок, каких-то цветочков. А так, конечно, все утопает в зелени. Впереди меня стройка. Здесь будет строиться большой жилой комплекс. В общем, в округе все застраивается. Абсолютно все. И цены тут, я хочу вам сказать, не дешевые. Давайте еще посмотрим с этой стороны. А вот какие милые собачки. Даже две. Класс. Одна более светлая, другая более темная. Я не знаю, как эта порода называется, но я точно знаю, что вы знаете. Поэтому напишите в комментариях. Мне интересно будет узнать. Они такие пушистые, наверное, мягкие-мягкие. Хотя, видите, было написано с собаками не гулять, не выгуливать, но люди все-таки выходят, потому что, наверное, рядом нету специального места, где можно было бы выгулять собаку. Так. Посмотрим, что еще с этой стороны. Прекрасный день сегодня. Воздушная тревога в Киеве была около 12 часов ночи, а потом было более-менее тихо. По крайней мере, я не слышал никаких взрывов. Напомню, в предыдущие дни в Киеве было очень и очень громко.
Но сейчас спокойно. Вот такой бар. Очень уютное место, мне нравится. Кстати, впереди, возле арки, снова идут съемки. Мне даже интересно, что там снимают. Вот так еще покажу, как выглядит арка с этой стороны. Еще одна собачка. Да, девушка ходит, рассказывает. Говорит, как тут хорошо жить, только нужны деньги. Конечно, деньги нужны. Сейчас без денег ты никто и ничто. Так. Ну вот такая здесь атмосфера. Люди гуляют. Давайте пробежимся по ценам, я вам расскажу. Я специально посмотрел свежие данные, сколько сейчас здесь стоит купить квартиру. Мне самому было очень интересно узнать. Давайте прогуляемся в эту сторону, где потише и не так много людей. Кстати, красивые деревья. Мне нравится, когда они такой формы. Но просто красота. Впереди тоже идет стройка. Все запарковано машинами. Да, место тут нужно занимать заранее. Думаю, вечером, когда возвращаются все жильцы, запарковаться здесь будет очень и очень сложно. Так, давайте сверну налево. А вот написано даже: уважаемые автовладельцы, парковка запрещена. Въезд на территорию должен быть свободный круглосуточно. Въезд не занимать. Я знаю, здесь раньше любили парковаться автомобилисты. Но вот так решили с ними бороться. Поставили столбики, поставили сферы специально, чтобы невозможно было запарковаться. Много сфер на асфальте. Так, знаете, бросается в глаза. Это специально сделано для того, чтобы люди не парковались. Потому что желающих здесь, конечно же, очень много. Тут тоже красивые деревья, магазинчики. Все есть для жизни. Кстати, в пешей доступности от французского квартала 2 находится очень большой торговый центр Ocean Plaza. В пешей доступности. В общем, метро под боком, большой торговый центр с супермаркетом тоже под боком. Ну, жить можно. Поэтому цены тут не низкие. Итак, давайте начнем. Значит, я буду говорить цены на квартиры с ремонтом. Кстати, здесь еще остался генератор. Его решили, наверное, не забирать. Но так. Раньше это было массовое явление в Киеве. Но еще не везде забрали. Итак, 40 квадратных метров в этом жилом комплексе. Квартира с ремонтом. Стоит 152 тысячи долларов.
Это актуальная цена. Я посмотрел специально перед тем, как записывать видео. Итак, запомнили, да? 40 квадратных метров. Квартира с хорошим современным ремонтом. Получается одна спальня и отдельно кухня. 152 тысячи. Также в продаже тут есть трехкомнатная квартира площадью 116 квадратных метров. 116 квадратных метров, трехкомнатная квартира с хорошим современным ремонтом. Тут стоит 335 тысяч долларов. 335 тысяч долларов, и вы владелец трехкомнатной квартиры с очень хорошим ремонтом. Но есть тут еще много квартир, где ремонт не делали. То есть квартиры с голыми стенами. И вот одна из них, например, квартира 80 квадратных метров без ремонта, стоит 226 тысяч долларов. Вот такая цена. Кстати, здесь находится детский садик. Вот такой он красивый. Написано «Школа-садок». Красивая современная детская площадка. И сам садик тоже сделан красиво. Давайте я вам покажу. Мне определенно здесь нравится. Это центр, но он очень тихий. Относительно тех мест, где я был, здесь нету большого движения во дворах. Но вы сами можете видеть. Ближайшая большая улица — это Большая Васильковская. Вот там уже действительно очень большой шум. Вот я сейчас давайте к ней спущусь. Здесь, конечно, удобно жить. Также в этом комплексе много квартир под аренду. Можно арендовать. Ну и как я заметил, тут очень много молодежи. Потому что когда я гулял в таких спальных районах, самых обычных, с такими старенькими домами, там, конечно же, живет совершенно другая публика. Ну а здесь много молодежи. Давайте еще раз покажу вам небо. Вот такое в тучках. Вот, собственно, будка, где сидит охранник и пропускает машины. Поэтому за этим здесь следят. Как-никак дом, эти дома бизнес-класса. Кстати, заметил, на многих окнах висит флаг Украины. Это классно. Вот перед вами тоже видно. Передо мной внутренний дворик. Тоже там установлена калитка, заборчик, чтобы никто не мог попасть. Слышно, как поют птички. Вот такой май месяц в Киеве. Каждый одет по-разному. Я лично сейчас иду в майке и в шортах. Да, но кто-то сегодня даже гулял в курточке. Но я думаю, в курточке сейчас жарко. Вот бизнес-центр, такой стеклянный полностью. И дорога, которая ведет на большую широкую улицу, она односторонняя.
И по ней как раз можно доехать до Крещатика, до Майдана. Прямо возле комплекса в центре находится заправка. Я не знаю, хорошо это или плохо. Возможно, удобно, потому что в центре не так много заправок, а здесь она есть. Тут уже дома совершенно другие. Давайте покажу эту улицу. Вот так она выглядит. В общем, как видно, Киев разный. На улицах уже много спортивных машин. Постоянно гоняют. Вот, кстати, снова велосипеды, которые можно взять на прокат. И заправка. Я, кстати, хочу посмотреть, почем сейчас бензин в Киеве. Потому что я давно вам уже не говорил, сколько сейчас стоит бензин. Движение на улице есть, но не такое плотное. Итак, что касается стоимости бензина. 95-й бензин стоит 46 гривен, 47 гривен, дизельное топливо 44 гривны. В общем, получается 95-й, если перевести в доллары, $1 20 центов стоит 95-й бензин. $1 20 центов. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк под этим видео. Подпишитесь на мой канал, кто еще этого не сделал. Напишите комментарии, как вам комплекс, понравился или нет. Обязательно смотрите другие видео на моем канале. У меня очень интересно. Так, здесь уже шумят машины и сложно снимать. Я вас всех обнимаю, берегите себя. Всем мирного неба. С вас лайк, подписка. Я вас обнимаю. Всем пока-пока.